Очередной удар по России. В фигурном катании повысили возрастной ценз. Теперь фигуристы будут выходить на взрослый уровень не в 15 лет, а в 17 лет. Больше всего от реформы пострадают одаренные ученицы Этери Тутберидзе. На конгрессе ИСУ в солнечном Таиланде решается дальнейшая судьба фигурного катания. Делегаты из разных стран собрались впервые с 2018 года, чтобы обсудить предложения по улучшению коньковых видов спорта. Самые масштабные нововведения были приняты уже в первые дни. Пока все складывается не в пользу России. Во-первых, отстранение наших спортсменов было продлено до дальнейшего уведомления. Во-вторых, россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ИСУ из-за непринятия поправки по увеличению допустимого возраста чиновников с 75 до 80 лет. И в-третьих, возраст допуска спортсменов во взрослые соревнования будет поэтапно повышен до 17 лет. Последняя новость стала самой значимой в фигурном катании за последние несколько дней. И хоть решение чиновников было ожидаемым и озвучивалось еще во время Олимпиады в Пекине, реакция фигурно-катательной общественности получилась достаточно эмоциональной. Они видят, что у нас в стране огромное количество девочек и мальчиков, они хотят это перекрыть. Поэтому вся эта канитель и затеяна. Перекрыть можно только отстранив от соревнований, заявила Татьяна Тарасова. Убивает фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек. Хотя эти девочки, что сейчас в ногах, до 2024 года сумеют все завоевать, если мы все-таки будем допущены. Но этого пока не делают. Ничего, мы сильные, мы выдерживали разные сложности, и это пройдем и заявим о себе, сказала Елена Чайковская. Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками, сообщила Татьяна Навка. Но так ли все страшно для наших фигуристов на самом деле? Как будет повышаться возрастной ценз? И зачем он был принят? Международный союз конькобежцев объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Реформа касается не только одиночного катания, но и парного, и танцев на льду. Хорошая новость состоит в том, что она будет поэтапной. В следующем сезоне ценз останется прежним. Можно будет выйти во взрослые, если 15 лет исполнилось до 1 июля. В сезоне 2023-2024 он поднимется до 16 лет. Начиная с сезона 2024-2025 ценз составит 17 лет. Такое решение было принято на основании данных, полученных от медицинской комиссии ИСУ, заявившей, что чрезмерные нагрузки на организм в раннем возрасте влияют на ментальное состояние спортсмена. Его поддержали более 86% тренеров и фигуристов. Опрос, проведенный среди фигуристов и тренеров по всему миру, показал, что поднятие возрастного ценза не просто желанно, оно необходимо. 86% опрошенных выступили за поднятие возрастного ценза. Основными причинами для этого стали предотвращение травм, удлинение карьер, улучшение имиджа спорта, заявил председатель комиссии спортсменов, олимпийский чемпион Эрик Редфорд. Повышение возрастного ценза, борьба с Россией. Бытует мнение, что повышение возрастного ценза было принято, чтобы навредить России, остановив доминирование наших фигуристок. Если это и так, то ИСУ своей цели вряд ли достигнет. Подтверждение тому – результаты Олимпиады в Пекине, где первые два места заняли наши спортсменки старше 17 лет, Анна Щербакова и Александра Трусова. На результаты России на международных соревнованиях. Если наши спортсмены будут туда допущены, решение Конгресса ИСУ повлиять не должно. В нашей стране по-прежнему много сильных фигуристок, и далеко не все они находятся в очень юном возрасте. Звезды Олимпиады Анна Щербакова.
18 лет. И Александра Трусова. 17 лет. Завершать карьеру не планирует. Уходить не собирается и Елизавета Туктамышева. 25 лет. Мечтающая показать на соревнованиях чисто исполненную программу с четверным тулупом. Планирует побороться за Олимпиаду в Милане Алена Косторная. 18 лет. Ушедшая в это межсезонье от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой. Придется ли 16-летним фигуристкам возвращаться в юниоры? И успеет ли еще кто-то выйти во взрослые? Благодаря решению повысить возрастной ценз поэтапно не придется возвращаться в юниоры фигуристкам, которые уже вышли во взрослые, но им меньше 17 лет. Так что Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и Майе Хромых. Всем 16 лет. Ничего не угрожает, на них по-прежнему можно рассчитывать. Более того, во взрослые успеют выйти фигуристки, которые еще в этом году соревновались по юниорам. 15-летние Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и Анастасия Зинина. По кому повышение возрастного ценза ударит больнее всего? Больнее всего повышение возрастного ценза ударит по тем, кто не успел родиться до 1 июля 2007 года. Самая обидная ситуация у Софьи Акатьевой. Ей не хватило всего лишь 7 дней, чтобы выйти во взрослые в следующем сезоне. Из-за изменения правил ученица Тутберидзе дебютирует во взрослых только в сезоне 2025-2026, то есть прямо перед Олимпиадой в Милане, ей будет тогда 18 лет. Самой талантливой юниорке России придется задержаться в юниорах еще аж на 3 года. Если бы не нововведение, то она могла бы соревноваться во взрослых уже через год. Лишь в олимпийском сезоне дебютирует и ученица Плющенко Вероника Жилина. Ей не хватило 10 месяцев, чтобы успеть выйти во взрослые в сезоне 2023-2024. Повышение возрастного ценза доминирования российских фигуристок не остановит. Талантливых и трудоспособных спортсменок из-за нововведений меньше не станет. Вопрос стоит лишь в их грамотной подготовке. Специалистам придется скорректировать план тренировок так, чтобы фигуристы выходили на пик формы не в 15 лет, а в 17 и позже. Гораздо острее сейчас стоит вопрос недопуска наших спортсменов до международных соревнований. Продление отстранения бьет по нашему фигурному катанию больше, чем пресловутый возрастной ценз, к которому морально наши специалисты были готовы уже давно.